Привет, поклонники BTS. 5 крупнейших брендов борются за Чингука. Кто победит? Calvin Klein – икона моды с мировым именем. Решение Calvin Klein о сотрудничестве с Чингуком стало одним из самых успешных за последние годы. С момента выхода первой кампании с его участием интерес к бренду и уровень продаж резко выросли. Коллекции, представленные Чингуком, распродавались почти мгновенно, особенно в Юго-Восточной Азии и США. Причина проста – Чингук – не просто знаменитость, он – глобальная икона стиля. В отличие от других рекламных кампаний с участием звезд, влияние Чингука на бренд Calvin Klein оказалось устойчивым. Он воплощает эстетику бренда – чистую, смелую и современную. Особенно это важно для молодежной аудитории, поколения Z и миллениалов. Calvin Klein понимает, популярность Чингука не поверхностная. Его фанаты активны, вовлечены и мгновенно реагируют на то, что он носит или продвигает. Это подтолкнуло компанию к идее более глубокой коллаборации. Возможно, даже к созданию совместной линии одежды. Фраза «Jungkook x CK» может скоро стать реальностью. Такое сотрудничество гарантирует широкое освещение в СМИ, доминирование в соцсетях и глобальную узнаваемость. Кроме того, влияние Чингука помогает Calvin Klein оставаться конкурентоспособным на фоне таких брендов, как Hugo Boss, Tommy Hilfiger и Anikula, особенно на азиатско-тихоокеанском рынке. Имя Чингука само по себе обеспечивает органический охват в интернете без огромных рекламных бюджетов. Для Calvin Klein Чингук – не просто амбассадор, а стратегический актив, способный переопределить культурную значимость бренда. Это сотрудничество стало новым стандартом для взаимоотношений между брендами и звездами, основанным на данных, глобальном влиянии и глубоком понимании поведения потребителей. 2. Nike – слияние фитнеса, стиля и музыки. Nike, традиционно ассоциирующийся с великими спортсменами, сегодня обращает внимание и на звезд шоу-бизнеса. Чингук в списке приоритетов компании. Его физическая форма, преданность тренировкам и глобальное влияние делают его идеальным кандидатом для лайфстайл компании Nike. Он представляет новое поколение инфлюенсеров, не просто знаменитостей, а личностей, сочетающих стиль, харизму и спортивную активность. Хотя он и не профессиональный спортсмен, его тренировки, боксерские видео и сценические выступления отлично вписываются в концепцию Nike, синтез спорта и искусства. В эпоху, когда аутентичность имеет ключевое значение, Чингук предлагает именно это – настоящий стиль жизни и визуальный посыл. Nike, по слухам, готовит масштабную кампанию с эксклюзивным контентом, коллаборацией кроссовок и региональными мероприятиями с участием Чингука. Ожидается, что лимитированные кроссовки и спортивная экипировка в стиле Чингука будут раскуплены за считанные минуты. Компания особенно ценит его цифровое влияние, каждый раз, когда он появляется в одежде Nike, будь то на публике или на тренировке. Эти вещи мгновенно становятся трендом в соцсетях. Nike не нужно тратить миллионы на рекламу, стоит Чингуку просто появиться, и интернет сделает все остальное. Nike видит в нем прямой путь к рынкам Южной Кореи, Японии, Индонезии и Таиланда. Это стратегический шаг по объединению спорта, музыки и современного образа жизни в едином продукте для новой потребительской аудитории. 3. Луис Вуиттрон – молодежный престиж и влияние. Луис Вуиттрон всегда был символом элитной моды. После периода, когда весь BTS был амбассадором бренда, теперь фокус сместился на индивидуальность, в частности, на Чингука. Его стиль, международная слава и культурная актуальность идеально соответствуют имиджу Луис Вуиттрон. Он излучает элегантность, изысканность, молодость и глобальную привлекательность, все, чего стремится достичь бренд. Умение Чингука легко переходить от уличного стиля к высокой моде делает его идеальным связующим звеном между эксклюзивностью и доступностью. Он не просто носит дизайнерскую одежду, он сам формирует собственный стиль, что придает ему репутацию настоящего креативщика. Обсуждаются идеи более глубокой коллаборации, от подиумных шоу до капсульных коллекций, созданных им совместно с домом моды. На фоне конкуренции с Dior, Gucci и Prada, привлечение Чингука – это способ усилить позиции на азиатском рынке, где молодежь все активнее определяет облик индустрии роскоши.
Влияние Чингука выходит далеко за рамки К-поп, его замечают модные критики, стилисты и редакторы международных изданий. Он превращает дорогие коллекции в вирусный контент за секунды. Для Луис Вуиттрен Чингук это не просто лицо бренда, а мост к будущему, моде, которая цифровая, инклюзивная и по-настоящему актуальная. 4. Кока-кола – освежающий подход к цифровому поколению. Кока-кола, символ радости и молодежной энергии, стремится оставаться актуальной для нового поколения. Компания рассматривает Чингука как ключ к перезапуску имиджа среди представителей поколения Z. Его искренность, яркость и энергия идеально сочетаются с ценностями бренда. Традиционные ТВ-рекламы больше не работают, необходим свежий подход, короткий, интерактивный, легко распространяемый контент. Именно в этом Чингук особенно силен. По данным инсайдеров, Coca-Cola планирует крупную кампанию с участием Чингука, включающую музыку, закулисные видео, челленджи в TikTok, лимитированные банки и видео для Instagram. Учитывая успех прошлых кампаний BTS с Coca-Cola, сольный проект с Чингуком может стать еще более мощным. Coca-Cola рассматривает его как мост между цифровыми платформами, музыкой и здоровым образом жизни. Ожидается рост продаж, особенно в Индии, Вьетнаме и странах Латинской Америки, где К-поп стремительно набирает популярность. 5. Apple, технологии, вдохновение и Чингук. Apple – это не просто технологическая компания, это создатель культуры. В 2025 году компания видит в Чингуке идеального амбассадора для поколения креативных людей, которые живут на стыке технологий и искусства. Чингук давно и искренне пользуется продуктами Apple, он записывает музыку на MacBook, делает селфи на iPhone и слушает музыку в AirPods. Это создает ощущение подлинности, он не просто рекламирует, он сам пользователь. Стратегия Apple включает кроссплатформенное сотрудничество, рекламные кампании, эксклюзивный документальный фильм на Apple TV+, а также творческие проекты, студийные сессии и влоги, демонстрирующие процесс создания контента. Это помогает укрепить эмоциональную связь между технологией и пользователем. Apple также рассматривает возможность создания тематических аксессуаров, чехлов для iPhone, ремешков для Apple Watch или AirPods в стиле Чингука. Учитывая огромную фан-базу и ее вовлеченность, подобное сотрудничество может стать настоящим хитом на рынке Азии и за ее пределами. Для Apple Чингук не просто звезда. Он культурный мост, соединяющий креатив, технологии и глобальное сообщество фанатов.